Приветствую всех любителей компьютерного железа, а также симуляторов на эту тему. Сегодня поговорим о том, по какому принципу я реализовал накопители в симуляторе. Вообще, типов накопителей у нас несколько. Это дискеты, жесткие диски, так называемые мягкие накопители, то есть SSD. Ну и еще можно выделить USB-накопители, то есть в простонародье флешки. В целом, все накопители будут работать приблизительно по одному и тому же принципу. Есть, конечно, некоторые изменения, но если мы говорим о нашем симуляторе, в реальности это, конечно, изменения огромные. У нас в симуляторе эти изменения будут самые незначительные, просто чтобы показать, что эти типы накопителей работают по-разному. Сегодня обсудим именно главную часть. Каким образом и в каком формате данные хранятся на диске. Обсудим такие вещи, как сектора, реализацию байтовых массивов, а также то, в каком формате сохраняются файлы на диск. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чаек. Ну а мы начинаем. Приятного просмотра. Конечно, не забудьте подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Это правда важно для продвижения. Также подписывайтесь на телеграм-канал, там новости разработки. Поддержать проект можно на Бусти, Юмани. К слову, на Бусти скоро выйдет альфа-версия симулятора. Обязательно подпишитесь. Ну а это 4-й выпуск в рубрике «Дневник разработчика», и мы начинаем. Как работают диски в нашем симуляторе? По сути, в нашем симуляторе это всего лишь список байтов. Конечно, реализовано все чуть сложнее. К тому же, по совету одного из подписчиков, после релиза альфа-версии я обязательно переделаю память, просто выделяя определенное количество байтов памяти из оперативной памяти компьютера пользователя. Да, слишком много слова «память», понимаю. К счастью, C# позволяет работать с памятью напрямую, поэтому, пожалуй, так и сделаем. Теперь про концепцию секторов дисков. Откуда вообще пошли сектора? Почему процессор не может читать байт из дисков по одному? Ему всегда нужно обращаться по секторам. А пошло все еще с того времени, когда были только жесткие диски, и пишущая головка просто не могла читать меньше, чем 512 байт. А позже, когда появились SSD-диски, для совместимости архитектуры решили оставить принцип секторов. В нашем симуляторе то же самое. У нас также нет надобности создавать сектора и читать именно по секторам. Однако, для демонстрации того, как это работает на самом деле, я оставил принцип чтения и записи секторов на диск. Как же можно записать файлы и из чего они состоят? Давайте откроем любой произвольный файл и посмотрим, из чего он состоит. В нашем симуляторе такая возможность предусмотрена. Например, вот это байт сигнатуры. Она у нас записывается всего одним байтом, потому что типов файлов у нас не так много. В реальности, конечно, сигнатура состоит из нескольких байтов. Дальше идут байты длины имени. Поскольку имя файла может быть довольно-таки длинным и больше, чем 255, а значит в 1 байт оно может не поместиться, мы используем больше, чем 1 байт для кодировки длины имени файла. Дальше идут темно-синие байты. Ими закодировано имя файла. Вот эти байты — это длина содержимого файла, непосредственно самих данных. Такая схема файла была разработана мной, на основе настоящей, конечно, но более упрощенно. Но дальнейшие светлые байты — это, как вы поняли, сами данные файла. И да, кстати, когда вы открываете файл в редакторе, в левом окне редактор вычленяет только данные из файла и показывает только их, естественно, в перекодированном формате, в символах. Ну а в правом окне показываются абсолютно все байты, для того, чтобы пользователь лучше понимал, во что именно перекодируются его файлы. Все файлы хранятся в папке AppData Local. При желании вы можете их найти, открыть в блокноте и посмотреть, из чего они состоят. Конечно, блокнот вам покажет много спецсимволов, но если хотите, можете посмотреть. А вот при добавлении файлов на диск получается кое-что интересное. Каждый новый файл записывается в свой сектор. Даже файл, который весит, предположим, 20 байт, место на диске будет занимать 512. Просто потому, что на один файл выделяется один сектор. Но если файл весит больше 512 байт, на него, соответственно, выделяются 2 сектора, 3 сектора и так далее, в зависимости от того, насколько большой файл. Вот так, к слову, можно увидеть все содержимое диска. Справа содержимое диска в файлах, слева в байтах. Так будут работать практически все диски в симуляторе. И дискеты, и жесткие диски, и SSD. А вот насчет флеш-памяти нужно еще подумать. Конечно, будут незначительные изменения. Например, в жестких дисках добавится мотор, который будет вращать пластины, ну и, соответственно, отдельное питание. Разделение на питание головки и самого мотора, а также возможность поломки и прочую специфику. Но она добавится уже на релизе. Что ж, а на этом у нас все. Видео, конечно, получилось не сильно длинным, но все же. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии. Также залетайте в телеграм-канал по ссылке в описании. А если хотите стать спонсором проекта, можете поддержать его на Бусти и на Юмани, оставив разовый донат. На Бусти подписочка стоит недорого, но, к слову, и бесплатный контент там тоже выходит. Именно туда я загружу альфа-версию, когда она будет готова. Что ж, до скорых встреч, увидимся!